Доброе утро, зрители stopgame.ru! Вы смотрите Инфакт? Не терпится вонзить пиломеч в тушу мерзкого ксеноса, да размозжить болтами пару сотен тиранитских голов окаянных? Терпим, господа космодесантники, терпим. Мистер Тит с братвой прилетят погулять только через 2,5 месяца, а пока мы можем хорошенько подготовиться к грядущей битве. Свежий обзорный трейлер игры напоминает, с чем нам придется иметь дело в Space Marine 2. Сюжет игры стартует спустя 100 лет после событий оригинала. Капитана Тита, заподозренного в нехороших помыслах, понизили до ефрейтора и отправили вычищать окопы от тиранидов, дабы доказать, что он все еще предан императору. Пришельцев мы сможем рубить как соло, так и в компании двух друзей, которые возьмут под свой контроль сослуживцев Тита, Кайрона и Гадриэля. Движок Space Marine 2 использует тот же, что и зомби-шутер World War Z, благодаря чему мы сможем узреть на экране сотни живых противников. Мода на хабы добралась и до ультрамаринов. После каждого задания мы будем тусить в космической штаб-квартире, где можно будет пообщаться с мужиками про рыбалку и настраивать свою снарягу. Тем, кому мало будет основной кампании, сможет продолжить сражение в режиме операций со своими классами персонажей и наградами, а в режиме Вечная война можно будет схлестнуться 6 на 6 с живыми игроками. Warhammer 40 000 Space Marine 2 ждем 9 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Анонсирована экшен-адвенчура Ada Skeen от создателей Metroidvania Monster Boy and the Cursed Kingdom. В роли космической крестоносицы Алекс мы отправимся на планету Вандермайер, где обнаружился источник угрожающей всей вселенной порчи. Ну и, судя по всему, мы должны будем убрать порчу и всех спасти. Исследуя мир и сражаясь с инопланетянами, героиня будет кушать некие морфы, наделяющие ее новыми умениями. Прокачивать можно будет и наши характеристики путем улучшения костюма. Ну а ежели кому интересно, чем мы будем бить инопланетные лица, ответ — рукопашка и огнестрел. Ada Skeen выйдет в Steam в конце 2024. В ранний доступ вышла масштабная ММО-песочница с упором на социальное взаимодействие Pax Dei от создателя EVE Online. Большой открытый мир, возможность построить собственный замок, объединяться в общины и кланы — это то, что нам обещали. На словах вкусно, но рейтинг в 51% в Стиме восторга как-то не вызывает. Игроков не устраивает цена, не устраивает то, что буквально перед стартом разработчики отказались от использования облачных технологий, из-за чего игру теперь нельзя запустить на бюджетных компьютерах. Оптимизация и сетевой код не дают комфортно, элементарно перемещаться по игровому миру. Боевка кривая, половина попаданий не засчитывается, у оружия не хватает анимаций, нет ни приседаний, ни уворотов. Обещанное PvP ограничили специальной зоной, посещать которую нет вообще никакого смысла. Чтобы скрафтить обычный меч, нужно потратить десятки часов на прокачку профессии, это еще не учитывая времени на сбор ресурсов. В раннем доступе нельзя строить большие города, нет торговли между поселениями, нет транспорта, даже базовых для выживания функций, вроде использования ресурсов для крафта напрямую из хранилища. Несмотря на все перечисленное, некоторые видят в игре потенциал и верят, что из этого неотесанного бревна еще удастся выточить следующую великую ММО вроде той же EVE или World of Warcraft. До полноценного релиза придется прождать минимум год, тогда игра вырастет в цене, а также в ней появится платная подписка, позволяющая владеть земельными участками. Funcom поделилась свежими подробностями ММО Dune Awakening. Помимо внешности и пола, можно своему герою будет составить и предысторию, выбрав родную планету, профессию наставника и еще один из 3 вариантов некоего происхождения. Все это повлияет на стартовые способности и черты персонажа. Авторы напомнили, что жесткого деления на классы не будет. Выбирать фракцию мы станем не в начале приключения, а в процессе. Одной из главных загадок сюжета является исчезновение фрименов. Мы должны будем выяснить, почему и вернутся ли они назад. Вообще сюжет станет фишкой Dune Awakening, отличающей ее от других выживачей. Нам предстоит разгадывать политические интриги и искать планы внутри планов. Мир решили разделить на несколько отдельных локаций. Большую часть времени мы проведем на огромной территории в 500 квадратных километров под названием Deep Desert. Это зона свободного PvP, так что за возможность собрать спайсов придется еще побороться
побороться с другими игроками. Каждую неделю Буря будет менять ландшафт и перетасовывать точки интереса. Сейчас проект находится на стадии беты. Прежде чем переходить в общий доступ, придется разобраться с кучей багов и проблем, а также потестить, как игроки используют систему фракций и ведут войны на поздних этапах игры. Дату релиза Dune Awakening до сих пор не раскрыли, но известно, что отправиться на альтернативный Аракис можно будет транзитом через ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Стоило в позапрошлом выпуске Инфакта пожаловаться, что Ubisoft не хочет давать дату выхода переиздания Beyond Good and Evil, как Ubisoft взяла и сделала это. Юбилейная версия выйдет 25 июня на ПК, PlayStation, Xbox Series и Nintendo Switch с высоким разрешением, 60 феписами, улучшенным графоном, ачивками и вот этим вот всем. Если эта игра давно поселилась в вашем бэклоге, самое время ее оттуда вытащить. Лауреатами еженедельной косарной премии stopgame.ru становится Доктор Джекил с огромной статьей, посвященной теме «Как вкатиться в Kingdom Hearts», в какой последовательности проходить игры франшизы, так ли важны спин-оффы и многое другое. Ну а вторым победителем нарекают Just MK, рассказавшего, что есть такое Demon X Machina и почему с игрой стоит ознакомиться любителям меха-экшенов. Косари раздал, вернемся к новостям. Шарящие за Fallout знают, что помимо вышедшей в 2008 Fallout 3 от Bethesda была и другая Fallout 3 от студии Black Isle, известная также как Van Buren, которая до релиза так и не добралась. Так вот, один из ключевых создателей Fallout, Тим Кейн, рассказал, как была отменена трушная третья часть. В середине 2003-го вице-президент Interplay позвал его потестить прототип Van Buren. На тот момент Кейн уже работал в собственной студии и к этому проекту отношения не имел. Так вот, Interplay собиралась отменить Van Buren, потому что сомневалась, что команда не потянет разработку. У гражданина Кейна были все шансы повлиять на судьбу проекта. Он поиграл, поговорил с разработчиками, а когда вице-президент спросил у него, сколько времени понадобится, чтобы довести игру до релиза, он ответил, что через 18 месяцев будет конфетка. Если жестко кранчить, то год. Но тогда и Van Buren треснул бы под весом багов. Оказалось, что издатель не мог выделить денег больше, чем на полгода разработки. Interplay подозревала, что новая Fallout потребует еще много времени, но решила убедиться в этом через Тима Кейна. Он опасения подтвердил, и так проекты закрыли. Не отходим далеко от темы Fallout. Создатели модификации Fallout Nuevo Mexico для Fallout New Vegas объявили, что проект заморожен на неопределенный срок. Неладное заподозрили еще несколько месяцев назад, когда с канала на YouTube, из Дискорда и странички бывшего Твиттера пропала часть контента по моду. Оказалось, что у Nuevo Mexico сменился руководитель. Предыдущий мозг компании под ником Zapshock отошел от дел, и его место занял близкий родственник J.K. Serling. Почему так произошло, не сообщается. Это личная сложная ситуация, попасть в которую мы никому не желаем. В настоящее время Zapshock окружен потрясающими друзьями и членами семьи, которые оказывают ему поддержку, сообщил J.K. Serling и поблагодарил сообщество за терпение и понимание. Авторы Nuevo Mexico намеревались отправить нас в штат Нью-Мексико спустя 5 лет после событий самой первой Fallout. Модификация делала акцент на классических RPG-элементах и решениях игрока. Был подготовлен свой саундтрек, озвучка для всех персонажей. По объемам нового контента Nuevo Mexico был сравним с Fallout London, но увидим ли мы теперь его когда-нибудь, неизвестно. А на этом наш пятничный выпуск подошел к концу. Почаще заглядывайте на наш сайт и читайте свежие материалы редакции, а еще залетайте на стрим Shadow of the Earth 3, который Василий Гальперов проведет уже сегодня ровно в полдень. Хороших выходных!